Всем привет! Хочу поделиться с проблемой, которая у меня стала с микроволновкой. У меня микроволновка LG, она перестала греть. Вот. И я хочу сказать, поведать вам о том, что я делал, чтобы ее починить. Значит, первым делом я проверил все контакты. У меня, значит, был трансформатор, я его поменял. Вот он, трансформатор. Значит, первым делом я проверил мультиометром все контакты соединения. Начал с конденсатора, поставил на землю и сюда в конденсатор. Тут конденсатор не должен пробивать. И проверил две клеммы здесь. Конденсатор не пробивал. Кстати, я хочу предупредить, что для того, чтобы смотреть конденсатор, нужно его хорошенько разрядить. Желательно какой-нибудь отверточкой. Один конец корпуса на массу и второй конец корпуса на массу. Также взять две плоскогубцы и соединить плоскогубцы две клеммы. Таким образом мы разряжаем конденсатор. Дело в том, что если конденсатор не разряжать, после того как мы выключаем микроволновку, там еще остается 5000 вольт. Эти 5000 вольт очень опасно для человека. Значит, я проверил конденсатор. Конденсатор у меня не пробивал. Дальше я проверил электродвигатель, то есть катушку. Вот катушка. Я проверил первичную обмотку. Сопротивление я показывал 45 Ом. Это в пределах допустимого. Проверил вот эту клемму катушки и корпуса. Должно быть сопротивление 180 Ом. Вот, значит, предыдущий мастер, который я сдавал эту микроволновку, почему-то по каким-то причинам снял предохранитель. Предохранителя не было, и напрямую была соединена проводка с катушкой. Я тут поставил предохранитель. Вот предохранитель новенький. И поставил новую катушку. Вот старая катушка. Поставил новую катушку от Samsung. Она немного нестандартная. Мне пришлось закрепить на два болтика. Вот. Далее я проверил магнетрон. Вот наш магнетрон. Два вывода. Сопротивление, если мы ставим на 200 Ом. На 200 Ом, вот если вам видно. У меня было в пределах допустимого 1,4, 1,5. Разрешается сопротивление 2 Ома. Потом сопротивление на корпус проверил. У меня не должно было пробивать. Вторую клемму проверил. Сопротивление на корпус тоже ничего не пробивало. Но тем не менее магнетрон сдох. Я поменял и магнетрон.
Сейчас я покажу старый магнетрон. Вот мой старый магнетрон от LG. Он вроде как внешне целый, но тем не менее не работает. Почему, не знаю. Вот, кстати, хочу еще показать, что когда проверяем магнетрон, еще важны очень показания корпуса и антенки. Показания должны показывать в пределах 2 Ом. Ставим на 200 Ом мультиметр. Показания должны быть в пределах нормы. Но тем не менее, несмотря на то, что у меня правильно показания показывало, здесь все равно магнетрон не работал. Значит, я поставил магнетрон на Samsung и сейчас мы проверим, как он будет работать дальше. Все подсоединял. Ну, немного удлинил провод, так как был нестандартный магнетрон. И, вернее, нестандартная катушка, то есть короткие провода. Я немного удлинил провода, добавил дополнительные клеммы. Вот фишку, дополнительные клеммы. И у меня провода таким образом удлинились. Так, вот я поставил. Мы поставим на место. Провода. Попробуем включить. Прежде чем включать, корпус нужно поставить на место по правилам техники безопасности. И ставим стакан с водой. Микроволновку. Подключаем электричество и смотрим, как работает наша микроволновка. Просто поставлю на разморозку. Вначале у меня не совсем работало, потому что я плохо соединил клеммы. Ну, в результате клеммы подправил и должен заработать. Ну, думаю, хватит. Хлевать. Вот водичка теплая. Микроволновка греет. Спасибо за внимание. До свидания.